Как тебя зовут? Антон. Полное имя, фамилия. Шкредов Антон Алексеевич. Антон Полное имя. Шкредов Антон Алексеевич. Какой сегодня день? Сегодня 2 мая 2023 года. 2 мая 2024 года. Сколько тебе лет? 21 год. Полных 22. Сколько у тебя подписчиков в Телеграме? 32 450. 202 тысячи. Сколько результатов в Гугле по поиску твоего никнейма? Я не знаю. Давай опять. 343 тысячи. Давай посмотрим. С помощью подсказки мне сказали, что 453 тысячи, потому что с телефона не отображает количество запросов, поэтому мы глянули с компьютера. Сколько призовых у тебя на Ликвидпедии? 262 тысячи. 530 долларов. Нужно точную цифру прям. Да. Точную цифру не помню, но около 800 с чем-то вроде. 836 258 долларов. Кто самый популярный человек, контакт которого у тебя есть? Контакт которого? Да, контакт которого. Да не знаю, может Монуси какой-то или... Не знаю, может XL есть еще. XL шоу. Все, наверное. Вот он, наверное, XL самый популярный. А, нет, ладно. EVLFi. Я думаю, поменялось, и это Эйса Баттерфилд, который актер. Вот, мне кажется, он попопулярнее будет. Как часто тебя узнают на улице? Да не так часто. Ну, пару раз было и все. В Москве. Тебе нравится, когда к тебе подходят? Это вообще как-то пофигу. Подходит и подходит. Фоткаешь или отказываешь? Фоткаюсь. Узнают. Почти, каждый раз, когда я куда-то выхожу, скорее всего, меня узнают. И часто подходят, часто фоткаются. Намного чаще, чем в прошлом году. Но все равно сравнить это как-то в процентном соотношении, как мы, насколько выросло, я не могу сказать. Но очень много. Таксисты, работники авиакомпаний и просто разные люди с разных сфер. Поэтому намного чаще. Как ты сейчас себя чувствуешь? Замечательно. Первая мысль реально мне пришла в голову, что замечательно себя чувствую. Как я еще могу себя чувствовать? Ответ всегда один – замечательно. Какой совет ты бы дал себе год назад? Не переставай работать. Все. Совет, наверное, ценить то, чего ты достиг, и, правда, тоже не переставай работать и никогда не ленись, потому что рано или поздно ты можешь это потерять. Какими достижениями ты гордишься на данный момент? Да не сказать, что горжусь, но вот выиграли мажор, кайф и все. Типа здорово, но не очень-то и горжусь. Достижениями то, что стал каким-то... вырос, наверное, как личность, выиграли кучу турниров, и не хотелось бы на этом останавливаться. Наверное, это самое главное достижение. И, надеюсь, прогресс будет виден в этом году. Если нет, то это очень печально. Ты чувствуешь сейчас на себя давление? Нет, А когда сидишь в кабинке? нет, А когда идешь мимо фанатов? нет. Давление как таковое, я думаю, не ощущаю. Может, только иногда во время каких-то стрессовых игр. Наверное, давление я ощущал какое-то во время Рияда, когда мы проигрывали очень сильно против Тундры. Только тогда. Как ты справляешься с давлением? В первой игре я его не ощущал, например, да, во второй игре я ощущал и сильно. Да не знаю. Во время игры просто много зависит от того, на каком герое ты играешь, какая атмосфера в игре, как ребята общаются. И все это помогает тебе справиться с этим. И тоже стараюсь как-то отстраниться от внешних факторов и быть более-менее сфокусирован на том, что я делаю в данный момент. И это помогает. Что ты ел сегодня? Я омлет. Омлет и тост с джемом и сыром. Понравилось? Да. Сегодня я вообще не завтракал, ничего не пил, только зубы почистил. В душ сходил. У тебя был какой-нибудь сумасшедший момент с фанатами? Не было. И в Лиме ничего не происходило? Да так сумасшедших не было. Не знаю насчет сумасшедших, но просто есть какие-то, наверное, приятные моменты там с турниров, с того же International, либо как вчера школьники просто в Афимоле заградили дорогу и не могли пройти, потому что они хотели сфоткаться там, извиняюсь. А там была толпа человек, может, 15 каких-то школьников, которые просто переградили дорогу, и люди не могли пройти, и охранник там ворчал. А так,
Прям сумасшедшего нету, как, ну, и не было. Где самые классные фанаты? Да, думаю, везде есть прикольные. Ну, классные ребята обычно на турнирах в европейских странах, потому что они съезжаются и просто, ну, это прикольно. На International тоже были очень много, мне кажется, ребят, которые поддерживали, болели и за нас, и за Spirit, и за меня лично. И, наверное, там было самый класс. Особенно, когда выходили из-под трибуны, это было здорово. Какой вопрос ты ненавидишь, когда задают? Какой вопрос ненавижу? Угу. Не знаю, есть... Да и нет такого, что я ненавижу. Есть просто вопросы какие-то дурацкие, которые на стриме там могу сидеть. Какая имба патча? Научи, как играть в доту. Откуда я знаю? Просто как-то играет. Или, ну, короче, такие странные вопросы. Но такого, что ненавижу, нет. Наверное, эти вопросы уже на них более-менее пофигу. А на вопрос последних месяцев, почему проиграли. Не сказать, что его ненавижу, но для меня он странный. И почему проиграли? Ну, проиграли, потому что плохо играли, и вражеская команда была лучше. Вот и все. Ответ всегда один, но когда его постоянно задают, я не понимаю, какого ответа они ждут вообще. Поэтому, да, вот этот вопрос, который для меня наиболее странный, но ненависти к вопросу у меня вообще никогда нет. Как и вообще к большинству вещам. Какое у тебя самое обидное поражение? Самое обидное, наверное, поражение было в Куала-Лумпуре. Хоть мы там и проиграли на Рияде, 4 место заняли, но там просто у меня реально не было сил. И просто вот эти эмоции горечи, какой-то досады, они были перекрыты тем, что мы играли до 4 утра, и скорее была назойливость какая-то от того, что мы просто не могли найти игру. На International было тоже обидно, но мне казалось там, что у нас был хороший ран, скажем так. Нам чуть-чуть не хватило, я заболел, это тоже отняло какие-то эмоции горечи, скажем так. Я просто старался поддержать ребят, потому что они там чуть ли не плакали. Но я понимал, что мы могли лучше, может, вернемся сильнее, ну и вернемся сильнее. И, ну, просто было обидно. А самое обидное в Куала-Лумпуре, я думаю, со счета 0-2. Какой у тебя любимый турнир? International последний. Там было очень здорово, атмосфера была классная. Да, было прохладно, там играли всего лишь 3 дня плей-оффа вроде на сцене. Типа куча минусов, но просто сам вот этот экспириенс игры в кабинке перед огромным количеством людей, это было самое замечательное, наверное, за всю карьеру. Какой у тебя любимый матч, в котором ты играл? Да, наверное, на Инте было классно. Ну, и там немного. Ну, наверное, на Инте против этих Fnatic или кого, с кем мы там играли. Кого-то из них, короче. Первый раунд лузеров. На самом деле было очень много классных матчей на том же International, да. Ну, наверное, самый любимый это тот... Ну, он любимый только потому, что мы победили то, что почти было невозможно победить. Именно против Тундры, первая карта, где я играл на Морфее, мы просто каким-то чудом победили на Рияде. И то состояние, наверное, в котором я тогда был, было очень приятно играть. Я был очень сильно уверен. Делал точечные правильные колы, и думаю, во многом за счет чего мы победили. И старался не фидить. Какая твоя любимая музыкальная группа? Нет такой. Все слушаю. Может, трек какой-нибудь? Инстасамка маме. Ну, нет такого. Я просто слушаю, что нравится. Вот это самый такой. Наверное, самое любимое я могу отметить Metro Boomin. А так я продолжаю слушать все. И все треки, которые мне нравятся. Но вот если сейчас выбирать любимый, то это Metro Boomin, потому что я, наверное, наиболее чаще слушаю их треки, их альбомы, нежели других исполнителей. Сколько треков в инстасамке у тебя засейвлено? Это просто в плейлисте есть два и все. Больше нет. Что Не, бы на сделал этот за вопрос деньги? тоже надо отвечать? Да. Может, уже надо поменять, сколько треков Metro Boomin у тебя засейвлено? Много. А инстасамки 2 в плейлисте, но они мне уже надоели, и я их не особо слушаю. А что бы сделал за деньги? За деньги ничего, потратил бы. Какой у тебя любимый герой на данный момент? Стиллер. Ну, не сказать, что много что-то поменялось, просто, наверное, еще один из моих любимых героев, он и был, он остается, это ЦК. А так, Стиллер всегда в моем сердечке. Это единственный герой, которого на 30-го тира, и
на котором, ну, просто мой любимый герой в Dota 2 и все. А так мне нравится играть на ЦК, на Вивере, на МК и на разных других персонажей, но всё равно это не то. Ты счастлив? Да. Все как счастье. Что делает тебя счастливым? То, что я жив, здоров, что у меня все хорошо. И хорошие люди окружают. Да, я счастлив. В целом точно такой же ответ, то что все, ну, я думаю, я стараюсь не мыслить негативно как-то, и поэтому в целом у меня все здорово, все здоровы, близкие, родные, и также меня окружают хорошие люди, и все очень здорово, и я никогда стараюсь не грустить. Только чуть-чуть, может быть. Что делает тебя счастливым? Счастливым? Это, наверное, тот образ жизни, которым я живу, то, что меня ничего не ограничивает, по сути, и, по крайней мере, в данный момент жизни я ни от чего особо не зависим. Ну, если не брать доту в расчет, да, то, по сути, у меня свободный график, я занимаюсь тем, что хочу, играю в любимую игру, езжу в разные страны, общаюсь с разными людьми и получаю за это достаточно большие деньги, поэтому... Наверное, просто то, что мне не нужно вставать в 7 утра и работать до 7 вечера, это и делает меня слишком счастливым. Мой образ жизни. Что тебя вдохновляет? Не знаю, аниме, может, какая-нибудь. Ну, это просто сложно сказать что-то. В основном из аниме какие-то вдохновления или успехи других, или там баскетбол, ну, просто какие-то такие спортивные случаи. Ну, за кем в баскетболе следишь? Это просто со всеми, просто самой за лигой. Что вдохновляет, но также, наверное, победа других. Победа других, потому что они тебя мотивируют и заставляют задуматься, почему они на этом месте, а не ты. И также, да, спорт, спортивные успехи в том же баскетболе и музыка, наверное. Ну и просто желание побеждать, учитывая после того, как ты выиграл много турниров в прошлом году, а сейчас ты проигрываешь, и ты хочешь вернуться на тот былой уровень и снова начать побеждать, потому что победы приносят очень много позитивных эмоций. Как часто ты общаешься со своей семьей? Ну, не каждый день, но после игр списываемся там иногда. А если так долго, то не так часто. Стараюсь общаться намного чаще относительно прошлого года. Также списываюсь после каждых игр с сестрой, с мамой. Пишу маме почаще, она знает, что я работаю, играю. Просто иногда пишу, спрашиваю, как у нее дела, как здоровье и прочее. Но в целом у меня в жизни все однотипно порой, потому что я просыпаюсь, играю, там, покушал, прогулялся, ну и это... Рассказывать об этом каждый день, не знаю, просто когда копится, делюсь. А так, намного чаще, чем в прошлом году. Что ты хотел бы сделать в следующем году? В году, начинающее от сегодняшнего дня. Цели есть только на ближайший год. Ну, какие-то там пожелания. Я больших целей не ставлю. Пожелание в каком смысле? Ну, типа, не знаю даже, может, не то сказал. Вот цель есть просто на этот, типа, год. Пройти там на мажор, попробовать, бла-бла-бла, пройти на инт и прочее. Вот такие дефолтные для дотера. Ну, А то, что будет в следующем году, ну, наверное, тоже хорошо играть. Нет, так год начинается вот с сегодняшнего дня. То есть до следующего года, до следующего 2 мая Ну, твои цели. ну вот, пройти там на инт, хорошо сыграть на Лияде. Может выиграть этот мажор. Все. Ну, год начинается со 2 мая, значит, до следующего 2 мая цели такие. По крайней мере, мне бы хотелось выиграть хотя бы один из турниров, либо за International, либо Riyadh. И для этого нужно будет приложить огромные усилия, и, надеюсь, у нас будут довольно высокие шансы. А так, в целом, наверное, если обобщать, то хочется снова побеждать, быть на высоте и быть одной из команд, наверное, с которыми нужно считаться, как на данный момент Falcons. Вот. У тебя есть девушка? Нет. Да. Объясни свой стиль в 3 словах. Стиль. Какой игровой? Просто вообще стиль? Твой стиль, как ты выглядишь. Не знаю. Стиль черно-белый вот мне нравится. Черно-белый. Оверсайз. Оверсайз. Вот, ну что мне нужно сказать? Например. Не знаю, как ты себя чувствуешь в этом стиле. Я супер. Оверсайз. Комфорт.
Престиж, может, не знаю. Так, ну, наверное, пускай будет. Так же не до конца уверен, что отвечать, но, наверное, пускай будет что-то более цветное, яркое и забавное. Я стараюсь одеваться в последнее время поярче, носить яркие цвета, красные, желтые, там белые намного больше. Когда в прошлом году я носил больше черные вещи, а сейчас стараюсь миксовать и просто выглядеть поярче. А если игровой стиль? Игровой, бесстрашный. На грани, может, какой-то. Но это плюс-минус одно и то же. Бесстрашный на грани, хайскилл. Ну, на грани, наверное, я ставлю, а другие параметры добавлю то, что я стараюсь как можно больше думать головой. Конечно, не всегда это выходит, ну и пытаюсь научиться играть более-менее разнообразно, иногда пофармить, иногда агрессировать, и стараюсь всегда пушить лимиты, как я уже сказал изначально. Поэтому пока что это не особо работает, но время придет. Какое у тебя любимое аниме? Понимаю. Пускай будет Hunter x Hunter. Наверное, в целом так и осталось. Hunter x Hunter одно из моих любимых аниме, в котором очень много персонажей харизматичных, которые, там, не знаю, забавляют тебя как-то, заставляют задуматься о чем-то. Ну и в целом вот оно и есть, да. Не думаю, что за год что-то поменяется в этом плане. Сколько стран ты посетил за прошлый год? Давай начнем по порядку. Лима, Германия, Испания, Сербия, Америка, Перу. Ну, я думаю, ладно. Ну, достаточно много стран, на самом деле. Я не могу. Это пересчитывать долго будет, и я, может, собьюсь, что-то я забуду, но я думаю, больше 10. Я был во многих странах и хотел бы побывать в еще больших. По крайней мере, наверное, хотя бы иногда, как отдыхающий. В планах там, например, Япония, да, куда бы я хотел слетать в первую очередь, когда у меня будет время на отдых. В какой стране тебе понравилось больше всего? Больше всего понравилась Саудовская Аравия. В плане... Я мало времени проводил за пределами турнира. Было классно в Америке, потому что я был в хорошей компании, и у нас просто был расписан план. Но если считать турнир, то, наверное, в Саудовской Аравии просто то, насколько богата эта страна, что ли, и то, как они провели данный турнир. И просто самое, наверное, мое большое воспоминание в прошлом году — это Саудовская Аравия и вот этот турнир, Рияд, где было все на высшем уровне. Какую страну ты бы хотел посетить? Да в Америку вот слетать. В Японию еще. В Америку я уже слетал. Не сказать, что я как-то удивился или расстроился. Наверное, если бы я был там один, то было бы все иначе. А так я был там с компанией, было бы достаточно прикольно. Провели там неделю лишнюю, может даже чуть меньше, и было классно. Теперь следующий гол — Япония. Самая большая проблема, с которой ты сейчас борешься? Нет проблем у меня. Я всегда в позитиве. Какие проблемы? Проблемы? Ну, проблем нету, но есть непонимание того, что делать лучше для победы. Перестать фидить, но это не всегда так работает. Я перестану фидить, значит, Эйс будет больше фидить. Поэтому, наверное, проблема понимания игры и то, что лучше в ней. А вне игры у меня нет проблем. Какой бы совет ты дал себе будущему? Продолжай развиваться. То, что ты делаешь, это правильно. Вот. Вот так. И следить за здоровьем. Может, что-то определенное нужно сделать для здоровья? Мне просто не забывать, что нужно там вовремя сидеть. Думаю, совет такой, что и вправду нужно следить за здоровьем. Это очень важно каждый год проверяться. Если ты себя плохо чувствуешь, то сходить к врачу. Ну и ценить то, чего ты достиг. Не расслабляться, не останавливаться после каких-либо достижений и всегда думать наперед. Ну, собственно, на этом вопросы это и закончились. Пару вопросов, конечно, вообще. А? Пару вопросов, конечно, пиздец. Опиши свой стиль, как, блядь, у меня штаны, кроссовки Джордан и футболка Fuck Love. Все, черно-белые оверсайз шмотки. Когда уже слышал вот это, Ой, вот, я уже знаю. так не думаешь на самом деле. А вот уже как мне будто писать бы, свой стиль? ну, нормальный Ну, вот вопрос. как ты хочешь.
Я вообще без понятия. Я ношу то, что по кайфу. Как тебе вопросы в этом году? В целом одинаковые, но вот ставка после, наверное. Я не считаю, что вопросы какие-то странные. В целом уже для меня все вопросы эти одинаковые, наверное, потому что я их уже слышал. Я был как-то готов. И я уже не зеваю, наверное, как в прошлый раз. Не знаю почему. Может, потому что я поспал, может, потому что я сходил в душ или погода сегодня более-менее хорошая. Но надеюсь, получится ролик лучше, чем в прошлом году. И увидим, что будет дальше. Всем чао. Надеюсь, реально получше получилось. Ну, то есть и так относительно вопросов, то реально не кажется, что они уже какие-то странные, какой стиль. Да. Стараюсь одеваться дороже, одеваться ярче. Больше думаю. А ты говорил, что ты не поменялся. Ну, может быть. Ну, я имел в виду в плане том, что какой-то вопрос задал. Типа, думаешь, что ты как-то иначе, чем в прошлом году. Я думаю, насчет этого, типа, не особо какие-то колоссальные изменения, типа, только если точечные касательно игры, а касательно жизни ничего особо не поменялось. Ребят, привет! Я вместе с Антоном Дурачок запускаю предзаказ вот этих офигенных футболок, где написано Дурачок. Так что обязательно переходите по ссылке в описании, выбирайте нужный размер и заказывайте свою футболку. Спасибо, что досмотрели это видео, поставили лайк и подписались на канал. Увидимся в следующем году. Пока-пока!